All right. Good morning. Morning. Good morning. All right, this is the second class in the Zaporozhye National University Addiction Counselor Training course. Сегодня мы начнем второй урок по курсу аддиктологии Запорожского национального университета. Yeah, class 2, and this is about alcohol Он abuse. будет идти о злоупотреблении алкоголем. This is lecture 1, class 2, lecture 1, day 1, class 2. Как первая лекция, но второй урок. Как тема, еще раз. Злоупотребление алкоголем. Злоупотребление. Okay, and what we're going to talk about is what is alcohol abuse? Сегодня мы поговорим о том, что такое злоупотребление алкоголем. How does it affect the victim, the patient? Как это может повлиять на больного человека? How do we classify alcoholism? Как мы можем классифицировать алкоголизм? And then how do we treat alcoholism? И в конце концов мы поговорим, как лечить Or алкоголизм. do we even call it alcoholism? И почему мы называем эту болезнь алкоголизмом. Now, in the first course, we talked about different types of addiction. На первом уроке мы с вами поговорили о разных типах и видах зависимости. And substance abuse and alcoholism were one of the things that we talked about. И алкоголизм это как один из разновидностей злоупотребления разными веществами. So you will hear some of the information from the first class again in this class. И на этом уроке вы услышите, возможно, вы услышите много информации о той, которую вы слушали на прошлом. Because some people will not be taking the first class or are only going to take this class. Потому что не у всех людей была возможность посмотреть, присутствовать на первом уроке. The more you hear information repeated, the better you are at retaining it, of learning. Чем больше мы будем повторять информацию, то тем лучше мы сможем запомнить ее. So you'll hear some information repeated, but you'll also hear more in-depth information about just alcohol abuse. That's all we're going to talk about, is alcohol На abuse. этом уроке мы поговорим больше именно об алкогольной зависимости, не о разных более углубленно. Yeah. Now, what is alcohol abuse? That should be a simple question. Итак, что такое злоупотребление алкоголем, как вы думаете? Употребление во зло. It's a harmful use. Harmful. What else is alcohol abuse? Что еще может быть? Сейчас. Влияет на здоровье, влияет Много, на семью. много. Больше, A lot of чем, Организм может свой, great quantity. чем контроль может быть над ним. It's more Контроль. than Теряется контроль. the person loses their control. Употребление. What else? Что еще? Anything else? Еще раз вопрос, как конкретно. Что такое злоупотребление алкоголем? Именно когда Как человек... оно влияет на человека или вообще Что что это такое? How it is influence on the person. Определение. Well, what else is it? What else goes under the definition of alcohol abuse? Вообще. Maybe how it influences people, maybe how it... Возможно, как оно affects your влияет на человека. И возможно, как влияет на Да. человека. Ну, влияет на человека это на его чрезмерное употребление, когда организм не может усваивать такое количество алкоголя, то влияет на здоровье, на печень прежде всего. It depends excessive quantity of alcohol. Depends on the state of liver, first of all, on the health, Неадекватное поведение. strange behavior, Ну, финансы и все прочее. and other problems Проблемы with с семьей, financial, family, проблемы с законом, legal problems с финансовой проблемой. with financial. Это наш. You got money.
family. Legal, family. И человек не может контролировать количество выпитого. Ничего. The person can't keep under control the quantity of drinking. Loses control. All right. Well, let me ask you this then. What is alcoholism? Итак, что такое алкоголизм? And is there a Сам. difference between alcohol abuse and alcoholism? И вообще, существует ли разница между злоупотреблением алкоголем и алкоголизмом? Есть. And, Yeah, there is a difference. and what's the difference? В чем же разница? Алкоголик хочет пить, пьет, и не хочет пить, пьет. Alcoholic wants to drink and he drinks, and doesn't want to drink and he drinks. That's pretty good. А злоупотребление And alcohol abuse это не знаю, как сказать, преувеличенное потребление, или как, magnifying зло of употребление. harmful use. Короче, много пить. To drink a lot. Но можно остановиться. Там That он не person может, а тут may может. stop. Тут может But контролировать. the person may stop. Злоупотребление тут может контролировать. Okay, what do you think? In alcoholism abuse, person can stop in any time. That's good. May stop. Неадекватное поведение, в принципе, и там может при злоупотреблении, но алкоголик, который злоупотребляет, он может остановиться, и ему это не повредит его здоровью и на окружающих. Он может в любое время прекратить. А алкоголик зависимый, он уже не может себя контролировать и прекратить. Alcoholic can stop at any time, and it doesn't damage to his health. And person who has addiction, he can't stop. The alcohol abusers, not alcoholics. Alcohol abusers can stop if they Yeah. want to. Is that what she said? Да, yeah, Is there trouble with translation? Okay, that's fine. in the morning. In the morning, that's fine. Now, who is an alcoholic? Итак, кто же такой алкоголик? What kind of people become И alcoholics? какие люди имеют такую тенденцию стать алкоголиками, иметь такое заболевание? Это люди, имеющие вообще разные рода проблемы. Они таким образом запивают свои проблемы. People who have a lot of problems, different kinds of problems, and they drink for this problem. Потом люди, которые генетически наследственность имеют алкоголя. Secondly, it's a person, people who have a genetic predisposition. Окружающая среда. Ну и окружающая среда. And the third, it's environment that can lead to this. Но дальше уже поехало 20%. Что Бог нас. All right. Do people with problems drink, or do people who drink have problems? Люди, у которых есть проблемы, и они пьют, либо же люди, которые пьют, и у них таким образом появляются проблемы. Люди, у которых есть проблемы. Who have И они problems, пьют, they Запивают. Проблемы вокруг. drink to Они видят solve these проблемы вокруг. problems. Do you have problems? Yeah, little. Do you drink to solve your problems? No. Okay, so not everybody who has problems drinks. Не все люди, у которых есть проблемы, они выпивают. Становятся алкоголиками. Ну, Yeah. All right. Возможно, которые не могут справиться или... Now, what causes alcoholism? And you just said three things. Итак, что What может causes? стать причиной алкоголизма? You said people with problems drink, but I would say Первое. people. Причина. Да, пишем. Итак, первая, да, причина. Причина. Problem. Алкоголизм. The first. Problem people. Problem. People with problems. То есть люди, у которых есть проблемы, это первое. Первое, да. That's what she said. Now, what I would say is not necessarily people who have problems, but people who
have good reasons to drink Но, develop alcoholism. но скорее это люди, которые имеют причину для того, чтобы выпить. Remember I talked about Это не совсем school, все люди, у которых есть проблемы, только которые находят причину. I talked about school, I talked about Значит, есть army. проблемы и причина, да? Да, он говорит о школе, возможно, школа, университет, Yeah. армия. Those people drink, they're not alcoholic necessarily, but they drink a lot and they develop alcoholism. То есть не обязательно у тех людей, которые имеют проблемы, они пьют. And that's 20% of the people who become alcoholic. И вот 20% людей, они становятся And then you have алкоголиками. people with a genetic predisposition. От чего 20%? Среды. And then you have a genetic Вот predisposition. школа, университет, вот эти все Окружающая среда. окружающие среда. And then you have people with a genetic predisposition И люди, которые имеют генетическая предрасположенность к алкоголизму, составляет 40%. That's 40% of the people who become alcoholic or who are alcoholic. And the last? Environmental. Ага, и последнее это 40% в окружении, окружающего. 40% генетика. Плюс 40 окружающая среда. Модель жизни. All right. How does alcoholism affect the person, the patient? Итак, каким образом алкоголизм влияет на человека? And you mentioned some of them here. И вы также помянули уже некоторые факторы раньше. На здоровье, на отношения в семье, Health, на It depends on health, проблемы с законом influences, и с финансами. legal, with family and money. Yeah. Duh. All four of those. Those are the four that we're looking for. То есть те 4, которые... And that's with everybody. Это как everybody среди that we всех see as a людей. client. Это свойственно всем Зависимо. людям, да. Remember, we want to know if they have trouble with their liver, Помните, мы вспоминали 4L. 4L? their lawyer, Влияние на Если у них есть проблемы с печенью, 4. their lover, юристом или адвокатом, or любимым their человеком, livelihood. либо же с проживанием. So that's health, legal, family, money. Очень. Второе. Ну, как проблемы с законом, как Закон. Семья. Закон. Третье. Третье что? Семья. третье, да, семья, отношения в семье. Отношения не только в семье, с окружающими получается. Relationship with all the people, or Everybody. We just use, only in family. no, with everybody. Что? Со всеми, отношения со Да, всеми. No, we just use the word lover to describe relationships. Семья, друзья, Because it sounds good. Liver, lover, lawyer, враги и так lover. далее. И четвертое. Финансовая. Четвертое, Качество жизни. да, с качеством жизни, с проживанием. Мне так нравится качество жизни, деньги. Это мне очень нравится. All right, now this is something I have talked very little about. Это то, что он как бы сказал в основном. And I want you to think about it and give me some answers. То есть подумайте над этим и дайте ответы на некоторые вопросы. What answers? What answers? How? What are? It is early. What ways do we treat alcoholism? What are some of the ways that we treat alcoholics? Какие способы лечения существуют для лечения людей, As far имеющих as алкоголиков? As far as solving their alcohol problems, what are some of the ways that we do that? Ну, какие вообще в основном вообще способы существуют, которые можно использовать в лечении? We haven't talked a lot about it. Долгосрочные цели. Long-term
которые разбиваются Long-term на what? краткосрочные задачи. Да. that develop some tasks or Okay. interventions. So we're going to say cognitive and behavioral therapy. That's what she's talking about. Those goals in terms, that's cognitive and behavioral therapy. Так, это как терапия познавательная и поведенческая терапия. То есть терапия поведения человека и познавательных процессов. Еще раз повтори вопрос. Познавательная и поведенческая терапия. Вначале поведенческий, да? Познавательная и поведенческая терапия. But that's just one of the ways. And the other ways we haven't necessarily discussed. Но это только один из способов. Everything that we talked about as far as the treatment plan and the long-term goals, short-term goals, therapeutic interventions, that's all cognitive and behavioral therapy. Но это все мы уже обсуждали раньше про долгосрочные цели, краткосрочные цели. Что может еще быть способом лечения? Now, what are some of the other ways that you've ever heard of? Вы уже много слышали о других. Чистка крови, Cleaning of blood, кодирование, Blood transfusion. кодирование. coding, I don't know. Oh, Yeah. you're going to find out about coding. Coding of alcoholics. Duh. Ну, это 12 шагов прежде всего. Именно. First of Программа, all, программа 12 this шагов. program 12 steps. Okay. 12 steps. What else? Что еще может быть? Среду поменять. Change the environment. Okay. Moving. That's very common. You just go to a new city, start all over. Very common. Переезд, да, допустим. We do that a lot. Alcoholics do that a Мы lot. очень часто использовали этот Да. способ переезда. Смены What are мест. some of the other Yeah, ways that yeah. you've heard people stop drinking? Мгм. Какие еще способы, о которых вы слышали, могут заставить человека остановиться? Ну, болезни, Some diseases, Болезнь, тюрьма. тюрьма и... jail. Jail? Тюрьма. Jail works. Мгм. All right. And you said diseases, so they get sick and they can't drink anymore. То есть вы говорили о заболеваниях, да, болезни, Болезнь. поэтому они не могут, да, пить. Ну, Не остановить остановиться. может. Да. Остановить. И вера в Бога. And the faith of Ага, God. Faith. Well, it took a long time to mention God. Мы так долго не упоминали о Боге. Maybe we should have prayed first. We forgot to pray. We'll do that in the break. Последнее место поставили, да. Почти. Да. All right. Это как фундамент. Like a Anything? basis. It is like a basis. Короче, мы In the без- very end. At the very end. All right. What else? Anything else? Что еще? Может, мы что-то забыли упомянуть? What about labor therapy? Как же labor? Labor, work therapy. Терапия как работой, то есть заняться работой. Да, работа. Yeah, we forget. Yeah. Forgot about it. And then, what about witches? И последнее, как магия, да? Какие-то магические. Babushkas. Ну да, это кодирование. It's like a coding. Это и есть It's like магия. Нет, coding. это не кодирование. Это и есть магия, да, кодирование. Witches. Так, записать нам эти желательно, да? Should they write this? for us? You're going to hear it from your clients. Ну, вы уже слышали от ваших пациентов. Ну, если хотите, можете записать еще раз. Duh. And you're going to hear it from the family members of the clients. Как бы не является новым для вас. Но все равно, давайте, вот They видите, want вспоминали. to write down. I would write it down if I were you. Первый напишем, первый. We're going to talk about all of it. All of these things we're going to talk Говорили about. уже много об этих всех. Because I meet people all the time who say, is it okay if I go see a babushka? Потому бабушка. что многие I многие like люди, babushka better, but многие babushka. люди как бы, Ходят к бабушкам, да, да? ходят Да. к
Or I hear people talk about the work camps, labor camps. Также он встречал многих людей, которые ходят в специальные как лагеря рабочие, чтобы заниматься работой. There's a man in this town that wants me to help him start a rehab using work therapy. И есть один человек in this city, Oh yeah. в этом городе, который как использовал эту рабочую терапию, да, работать в лечении своего заболевания. И как можно вот вкратце перечислить? Well, the first we're going to talk about all of them. Let's start off with blood transfusion. Второе это как чистка крови. Помните, Да. вы говорили? Да. Now, will blood transfusion work? Will Как that work? чистка крови, What will that do? Does it work? это действительно работает На какое-то время. for some period. For some period of time. Приводит к сумасшествию. It leads to craziness or Почему? Почему? Не заполняется ничего. Церковь не идет, не заполняет другие. person doesn't feel spiritually. He doesn't go to the church. Да. All right. So it cleans out your system. То есть это как очистка вашего внутреннего организма. Да. But what changes? Ну что меняется при этом? Or what doesn't change? Мозги остаются те же. The brain is Stay. the same Same brain. thoughts. Скорости еще больше надо. Same brain. I know someone also in this town who does this, and they think it's wonderful. They do it professionally, and they think it's a wonderful thing. Чип знает одного человека в этом городе, который проходил как очищение, чистку крови и считает, что это действительно эффективно. Да. Эффективно или нет? Эффективно. Yeah. But basically what they're doing, they're just detoxing. Но то, что он как бы он проходил, какую процедуру он проходил, это как детоксикацию. Yeah. They're getting all the poisons out of the system, but that's it. Полностью очищение организма, не только All крови. right. Now, coding, does that work? Так, кодирование. На третье можете записать кодирование. Ну, так вот я хотела спросить еще, чистка крови, это эффективно и помогает хорошо или все-таки? Про очищение крови, да, чистку крови. Ну, тогда почему не почистить кровь любому алкоголику и оставить его So чистым и why they хорошим? can't just clean the blood of any alcoholics and that's all? Why not? Почему нет? What is she asking? She asks you about can we just clean the blood of any alcoholics? Does it change him? It doesn't change the brain. Ну, как, когда You said только it, очищение same brain. организма будет, как биологического фактора, мозги, да, мысли останутся Да. те же самые. Мой муж 3 раза чистил, а может 4, я не знаю. My Сегодня. her husband had 3 times of blood transfusion. Done. And И что, как помогло? Сегодня пьет. He drinks again today. done. Всю жизнь чистится, кодируется, It may help. спасается, а пьет сегодня. What did she 64 года. She said that her husband has blood transfusion over and over, Uh-huh. and he still drinks. Okay. All right. Blood transfusions may help somebody stay alive. То есть чистка крови может помочь человеку остаться живым. But it doesn't stop, it doesn't treat Но, alcoholism. однако, это не вылечивает от алкоголизма. Duh. Now, coding. What do you know about coding? Как How do you- кодировка, что what вы is знаете? Запишите третья кодировка. Или кодирование. Что вы знаете о кодировании? Сейчас. What is coding? Ну, вы когда-то рассказывали, что человеку подшивают таблетку, она как... You told Пока не them растворится. that a person has some pill under his резиновый. skin, Duh.
А когда человек пьет, то у него вызывает очень сильную, может, тошноту, может, в общем, плохо чувствует себя человек, когда пьет. И And он when the это... person drinks, he feels so bad, and Well. it causes the sickness. Это Absolutely. останавливает его And, для употребления алкоголя. and it stops him to use Yeah. alcohol, Потому что он может умереть даже. because he can die. Я знаю, как делал мой муж. She said that she knows how her husband did. And how did he do? И как же он? Перед тем 3 дня не пить. So before he shouldn't drink 3 days Да. И ехать к знатоку, к врачу. and go to the doctor. Мгм. Врач в прошлом тоже был сильный алкоголик, перестал Who пить. used to be alcoholic. Мгм. Он становится, сеанс, я не знаю, на сеансе и не было, но он становится сзади. Врач? Да, врач. Потом уже, я не знаю, какой сеанс был, что он рассказывал. Гипноз. А потом, говорит, щелкнул пальцами. So he stands behind the patient, behind his back, Да. И Павло говорит, у меня в голове что-то аж, like hypnose. Ага. аж что-то, ну, как бы сработало как-то. Физическое ощущение было где-то в каком-то точке. It was So- like a physical sensibility Мгм. in his brain. and so- Вышел, и начало его сильно рвать. And then he came out from the room and he Чуть не began умер. to throw out. Много воды пил, Vomit. остановился. Да. Чуть не умер. And А по дороге останавливаемся, он опять до колодца пьет просто воду и And опять рвет. he was vomiting Мгм. over and Это over первый раз. Мгм. during all the way А to потом home. это повторялось часто, он проходит первый раз 10 лет не пил. And После вот it этого. repeated for several times, and there was only one time during 10 years when he didn't drink. Мгм. Была очень интересная работа, подъем. Ему нравилось это, и он не пил. Окружение не пило, там было их 2 с начальником со It was своим. so interesting. He didn't drink at all. He had a great environment, and every day he had He woke up, got up, and had some exercises. How long a period of time did he not drink? Как долго он не пил? 10 лет. 10 years. 10 years. That's huge. И его начальник, And his boss, они вдвоем. they together didn't drink. Okay. Why did he start drinking again? Почему же он опять начал? Начальник умер от алкоголя. The boss died from the alcoholism. Say that again. The boss died from the alcoholism. I thought you said he didn't. I thought you said the boss didn't drink either. Never mind. Go ahead. А он попадает в другую среду, там, где все пьют. Работу сменил. He changed his work, and he was in other. He changed his Да. environment, and it was a bad environment where Держался everybody еще. drinks. Еще 3 года держался. 3. So 3 years he didn't drink, Но потом And запил then- опять. and then he drinks again, drink again. Okay, now 3 years he didn't drink, or 10 years he didn't drink. Which one? 10 years he didn't drink. And then he took the new got job. to new job, new environment. And worked there for 3 years without drinking. И 3 года он как не употреблял. Да, не употреблял. Все вокруг пьют, а его использовали. So after Использовали getting into the bad environment, для получения денег. he didn't drink more, 3 years more. And Okay. then So 13 years he didn't drink? 13 лет получается. Да, всего. 13 лет. Okay, good. But he went back to drinking. And that's the longest I've ever heard of anybody coding Но однако он not начал, drinking. он начал пить все-таки. Да. But it does work. Однако кодировка действительно работает. But it doesn't change what's going on in their brain. Но все же это... Но у него появилось чувство страха. Ну также, Он боялся очень многих вещей. ну, также это как Людей,
I'm listening. вздрагивал. Но также это как не меняет наш мозг. А, Он боялся на улице, за рулем едет, работает в милиции уже, а боится постового he милиционера. was afraid of everything and Это everybody. проявлялось, Да. он на дороге видит сержанта, When he is а сам везет driving генерала милиции. and he Видит is сержанта и afraid, начинает he это, sees в кашле проявляется страх. Кашель. Спазм. Да. Видит. Даже просто проезжает мимо него. Okay, chut-chut. When she speaks, you stop. When you speak, she stops. she said Go ahead. Сейчас я это слышу. Wait. Подожди, Let her speak перебить. first. Go ahead. she said that he is afraid of everything and everybody, and when he is driving, he saw sergeant, and he has some fear. He saw Okay. what? Sergeant, policeman. Okay, duh. And he Yeah. had fear. Yeah. Duh. Now that was during the 13 years? И это продолжалось на протяжении 13 лет. Или вот, Пожалуй, да. Some, duh. Пожалуй, да. All right. Now, Сейчас фильм смотрит. Фильм. now Фильм. Там есть страх, ну, разборки такой. И я слышу, как он, то уже страх в нем. Фильм. Уже не надо на So now улицу выходить. okay, now he watches some films and he has the same feeling of fear. okay. And And that's what I'm talking about with Yes. this, the brain's the same. так то, что он вам говорил, то есть кодировка помогает, да, в каком-то смысле, но Держать в страхе. Только в страхе. но как бы мысли остаются те же Мысли самые. те же самые. Ну, он стал дома другой человек. Любезный, ухаживал. But he Вот changed at определенные home. моменты. He is some Потом another взорвался. man. I'm sorry? He changed, and now he is a little different man. Is he better or worse? Он лучше стал, Да. Duh, what? Is he Он- better or worse? better. Тут началось накопительство материальных средств. So he began to Золото, украшения, earn машины, money много. One at a time. Да, Это ж хорошо. ничего хорошего. So he began to earn money to buy some apartments, to buy cars. Uh-huh. Her husband. Yeah, Потом Now. yeah. Okay. я отодвинута, Почему? дети отодвинуты, накопительство, машина, квартир 6, машин 6, и больше, и больше. So she was put it away with the children because he sees now only apartments, only money, only cars. He has got 6 cars and 6 flats. Okay. And that's what we're talking about. He still drinks, all right? Он все еще пьет вот сейчас. Ну да. Duh. Главное, Да, он всё ещё. вот эти все накопления, он выпил и подписал одну единственную подпись, поставил. Вот налоговой накладной, которая нужно вот это все было отдать налоги. Но он подписал, что он отдаст налоги. Это в одно мгновение случилось. Я говорю, Всё что ты потерял. делаешь? Что ты делаешь? Это тогда были ПДВ, налоговые накладные. Вот, и не пиши, а он пошла. И подпись ставит. И все это ушло Один миг. за неуплату налогов. И еще его хотели посадить. So he put it Еще on 5 the лет one ему assignment about taxes, but he still drinks and All right. nothing changed. Nothing changed. That's what I wanted to hear her say. Nothing changed. То есть таким образом ничего не поменялось внутри. All right. Now, what I know about coding. What I know То, что about ему coding. известно о Да. кодировании. The drug that they use, that they inject you with, the pill that they use, То that they есть inject you лекарства, with, которыми лечат людей, came from the rubber manufacturing
in Africa, То есть они прибыли из другой страны, вообще из Африки, in South America, из Южной Америки. that when they were using this rubber to process into tires and hoses and things like that, То есть они использовали это для многих людей в Африке и в Южной Америке, для лечения многих людей. the men would touch the rubber and the process, the chemicals. They would touch it with their hands. Некоторые даже использовали какие-то химические вещества для этого. And when they drank, it made them sick. И когда они выпивали, они как заболевали, начинали, у них появлялось заболевание, потому что они добавляли химические вещества в алкоголь. And so a doctor found out about it И даже доктора не знали об этом. and started studying that drug as maybe a therapy to help people quit drinking. Однако они использовали некоторые лекарства, как эти лекарства для лечения людей. But the Это drug, кто? И- Доктора, Доктора? да, yeah, А, But это the- специально. but the drug only lasts for a few days. Но как бы лекарство действовало только первые несколько дней. Even if they put a pill under your skin, it only lasts for a little while. Даже если вводили инъекцию в организм человека. So то that's это- when they combine the hypnotism. То есть они как бы комбинировали это с терапией гипноза. Because what they thought, what the doctors and the therapists thought was, my alcoholic, if I put a pill in him and tell him he's going to get sick, he's going to try it. He's going to try to drink anyway. То есть если я скажу, если врач считал, что если я скажу алкоголику, что я как сделаю ему инъекцию, то он будет употреблять все еще. So if he drinks in the first 2 weeks, it'll make him sick, but after that, it will not make him sick. Но вот это делало его как бы больным только первые 2 недели он болел. А после прохождения 2 недель он как бы становился здоровым. Yeah. So what they did is they hypnotized them into believing that if they drink again, they will die. То есть в каком-то смысле они гипнотизировали людей, доктора, и таким образом спасали людей. But it doesn't change the spiritual malady, the spiritual problems that are inside the alcoholic's brain. Однако это не меняет как духовную проблему человека, то есть внутреннюю проблему. Yes, ma'am. Но вообще гипноз, как с точки христианской, то это еще есть грехом, да? Потому что это входит в человека в мозг и делает человека зависимым от того человека, который его над ним этот гипноз совершает или кодировку. She asks, may the hypnosis be the sin because a person becomes addicted from other person who has some possession on him? There are people who believe that hypnotism is an open door to demonic influence. Некоторые люди считают, что гипноз это как открытые двери для влияния нечистой силы. Yeah, I've heard that a lot. Он слышал об этом много. Now, what I heard recently when we were by the sea, person came to me and said that they had been coded. То есть он недавно слышал, когда он был на море, недавно, что к нему подошел пациент и сказал, что он был кодирован. But they said, and they hadn't had a drink in 6 months. И таким образом он не употреблял алкоголь 6 месяцев. But they said that their doctor who coded them told them they should also go to the 12-step groups. Но также ему сказали, что он должен посещать, его доктор, врач, сказал ему, что он должен посещать программу 12. Yeah, that they needed to find a spiritual solution to the things going on in their brain. То есть человек должен как искать духовную поддержку, да, Yeah. Святого Духа. So not only did the doctor code them, but also gave them a spiritual solution. То есть при лечении человека нужно как
может помочь кодирование, но параллельно оно должно сопровождаться и поддержкой 12-шаговой программы. Okay, now the next one is 12-step, and we'll talk about that in a little while, but I want to talk about number Следующее, 5. запишите 4-я программа 12 шагов. Но об этом мы поговорим немного позже. Yeah. Number 5 is moving. Итак, 5-я Move to a new это, city. 5-я это как смена обстановки, смена окружения, переезд, возможно, переезд на новое место жительства. Now, if I move to a new city, Так, will I still drink? если человек переедет в другой город, в другое место, он все еще будет употреблять? Да. Почему? Либо, All my problems are in my old city. как человек считает, что все его проблемы в его собственном родном городе. Ну да, Как старость. же, да, как же он будет употреблять? Почему он Он будет? очень быстро находит таких же, как он, очень быстро, в гараже, возле магазина, и начинается новое знакомство, которое обмывается. He finds a lot of вообще the same сразу. people with the same problem near the shop, near the garage. Yeah. I find my people everywhere I go. То есть Чипс сталкивался с такими людьми везде, куда он переезжал, каждый Да. раз при смене. Whether it's Место. people like y'all or people like that. I find them anywhere. То есть люди, которые также употребляли, находил их при каждом смене места жительства. Yeah. So my problem is going to follow me. Итак, проблема все-таки преследует человека даже при смене окружающего. Because I still have the same brain. То есть все еще остаются те же самые мысли, Now, what которые не about меняются. jail? Will jail get me sober? Итак, 6-е запишите, тюрьма. И может ли тюрьма сделать человека трезвым? Нет, Почему? там тоже найдется. Такие There are a же. lot of such people, Там все такие же, поэтому очень the быстро. same people in the jail. Duh. Now, I do know one person who got sober in jail. Чип знает одного человека, который все-таки смог стать трезвым. Yeah, they went to prison for 15 years, and they got sober. Может быть. Он был заключенным 15 лет и стал трезвым. Если Да. один, наверное, If сидит в one, камере. I know, it's only one that I know of. in one room. Yeah. Well, there were other people there, but he's the only one I know of who Но он точно не I've ever знает met who got насчет sober in prison насчет and заключения stayed одного. sober. Now, if I get sick and I can't drink, Так, 7-е. Если человек заболеет, I know somebody who that has happened to, and they're болезнь still alive. определенная. Чип знает человека, который у него есть определенная болезнь, но он еще жив. But just like moving, just like going to jail, getting sick doesn't fix what's wrong in the brain. Может ли остановить? Но все же все эти 3 фактора, как 5-й, 6-й, тюрьма, переезд, смена места пребывания и заболевание определенное, все-таки это также не меняет мысли, Yeah. как духовную сферу человека. It's not a spiritual solution. Это как не решение, а как духовные проблемы. Now the work camps, Итак, терапия как работой, does that work? занятие работой. Work therapy. Может ли это помочь? Как? Занятия работой определенные. Ну, до вечера, может быть, или а вечером обязательно. Till the evening only. Till And the then end. after work, after. Ну вот мой муж сутки. Он не пил. Сутки дежурит. Because it doesn't fix what's wrong with the brain. Her husband doesn't drink only one day because he's working all the day. Yeah. Знаете, перевести. Моя жизнь вот с ним. Я вот сейчас анализирую. Все время под гнетом страха, что будет выпивка. Несмотря на то, что материальные отношения якобы меняются, друзья меняются, но все время наша жизнь, вот он борется с алкоголем всю жизнь, 46 лет, а у меня чувство страха, что вот-вот сорвется.
So, despite all the changes in their life, she and her husband have a great fear that he will relapse, and he's fighting. He's fighting all the 46 years with this problem, and Самое интересное, что последние 15 лет он в церкви. Церковь ходит, дружит со священником, for the last 15 years he причащается, attends to the church. исповедуется. He takes communion, prays, Mm-hmm. and still И And пьет. still drink. drinks. Okay. Окей. Фух, легче стало. Now, what about witches? What can you tell me about witches? Итак, 10. Что вы можете сказать о тех женщинах, да, которые занимаются магией? Это люди, которые работают с злыми духами, с дьяволом, сотрудничают. She asks, it is the person who works with the devil. Some, I believe, but not all of them. Не Well, все из no, I них. do believe they all do, but they don't all, they may not all know that that's what they're doing. Просто они могут, не все из них действительно могут как иметь дело с нечистой силой, но просто они не знают на самом деле, что Да. это Они действительно имеют так. это Что Да. они делают? Shaman. Не осознают. Шаманы. Шаманы, я знаю, Но да. все так или иначе, знают ли они или не знают, но они работают с злыми с дьяволом. So nevertheless, they works with the bad Yeah, they don't know spirits. it, but nonetheless they do. They Но они do. просто не осознают, что они Да. А экстрасенсы туда же. Самое. some extra Экстрасенсы. person with extra sensoric. Да. То же самое. The Now, yeah, what do y'all know about those type people helping alcoholics? same. Что вы хотите знать об этих людях? Могут ли они помочь? Да, экстрасенсы. Can they help? Не, я знаю, что нет. Well, I'm asking you. Он спрашивает вас, могут ли они помочь? На определенное время, а потом еще О. хуже. For some little time. What do you know about them? Что вы знаете о них? Да. Я немножко слышала этого арабского, как вот эти проповедники арабские называют их. Я не помню. Священник? Ну, не священники, но вот эти, которые мусульмане. Он рассказывал о том, что как действуют экстрасенсы, маги на психику человека при алкоголе. She heard something from the Arabic Muslim, Mm-hmm. how witches and shamans influence on the person with alcoholism. Mm-hmm. Он сказал, что они связаны с демоническими силами, эти, ну, как называются, ведьмари или ведьмы, или маги. He told that all these people, witches or shamans, they have some connection with the bad spirits, with the devil. И что они приказывают духу алкоголя этого человека временно покинуть этого человека. So they ask these people ask the spirit of alcoholism to go away. Да. На какое-то To время. let these people free for some time. Но при этом он убирается в тело другого человека. But at the same time, this spirit have to be in another body of another person. Что демоны, что духи есть, It's это still- как духи алкоголя, духи там наркомании и разные духи, они имеют, демоны эти разные, вот именно дух алкоголя, он приказывает духу алкоголя убраться к другому. Этого человека оставить на какое-то время. So this spirit will let this person free to be free, but for some little time. Mm-hmm. But he must be in another body.
Mhm. Но при этом человек может посетить и заместить и другой дух какой-то. But at the same time, person have to get some another Тоже spirits, злой дух. and maybe bad spirits Или дух Да. страха, instead или дух alcohol. болезни, Example, или еще какой-то дух, или дух даже самоубийства. a spirit of suicide, Mhm. spirit of И fears. человек может, будет потом еще хуже ему, чем с алкоголем. So it would be worse for a person than in case with alcoholism. I believe that's true Yeah. with all of these solutions that we're talking about. Blood transfusion, coding, moving, jail,